Ну, вроде бы лед есть. Не зря, значит, приехал. Следы чьи-то. Кто-то вчера рыбачил. Лед не трещит. Нормальный. А я думал, приеду, посмотрю на озеро и уеду обратно. Да, нормально. Сантиметров 7, наверное, точно есть. Отлично. Может и получится сегодня порыбачить. Наконец-то. Не был на рыбалке 2 недели. У нас все растаяло полностью. Все озера. Ну, за речки я вообще молчу. Все растаяло. Было +6, +8 на прошлой неделе. А это где-то числа с 5 февраля начались морозы небольшие. 3-5 градусов, а сегодня вообще 12 я выезжал было. Думаю, поеду, проедусь на озеро недалеко от дома. Посмотрю, есть лед, нету льда. Там может получится и порыбачу. Но лед нормальный, я вам скажу, иду, не трещит. Мутный, вообще прекрасно. Непрозрачный, можно и щуку половить сегодня будет. Ну-ка сейчас проверим толщину льда. Ребята, сантиметров 7. Даже сантиметров 8, наверное. Хороший лед. Так, сейчас, наверное... О, тут трещит немножко, ну, не сильно. Трещина пошла. Попробую порыбачить вот в этих плавнях. Вот в ту сторону основной водоем пошел. Там я даже отсюда вижу лед потоньше. Как-то страшновато еще туда выходить. А вот тут в этих плавнях, в камышах, в зарослях, тут лед уже я проверил. Более-менее нормальный, сантиметров 7 или 8 даже. Вот я тут и поищу, наверное, сегодня щуку. Я уже говорил вам, сегодня мороз -12. Еще ветерок такой, ну небольшой, правда. Рыбачить на безмотылку не очень удобно. Будет намерзать на леске лед. Поэтому я все-таки сегодня, наверное, буду пробовать ловить щуку. А потом уже, когда станет нормальный лед, когда можно будет на этом водоеме пройти куда угодно, куда захочется, вот тогда я похожу на безмотылку, поищу красноперку, плотву или окуня. Фух, приземляемся. Ребята, всем привет. Кстати, с 15 февраля начинается запрет на ловлю щуки. Половлю сегодня щуку, уже последний раз в этом году на вибы буду ловить щуку. А потом уже после 15 февраля, если даст Бог будет лед, буду пробовать на безмотылку. Я, кстати, в этом году на безмотылку еще так и не рыбачил толком. А почему не рыбачил? Потому что не было нормального льда. То был лед, то не было. Это, кстати, у нас уже, наверное, 3-й или 4-й первый лед за эту зиму. Так, достаем снасти, на которые сегодня будем рыбачить. Удочку показывал уже 100 раз.
катушка фирмы Select, удочки фирмы Select, леска 0,32, по-моему, или 0,36, я даже не помню, но больше 0,3 и меньше, чем 0,4. Точно не скажу вам, потому что не помню. И титановый поводок, вот такой вот коротенький, небольшой. Так, рыбачить сегодня будем на такую приманку, как Vib. Вот кому интересно, я сейчас покажу вот так вот. Vib фирмы Select, 70 миллиметров в длину, 7 сантиметров и 15 грамм вес у него. Вот такой красавчик. Ловит исключительно щуку, перехлестов тройника с поводком практически никогда нету, сделан качественно. Вот на него и буду рыбачить сегодня. Так, подводную камеру пока опускать не буду, может попозже с вами опустим, посмотрим, если щука клевать не будет. Поопускаем. А сейчас идем сверлить лунки как можно больше и приступим к рыбалке. Может, перед нерестом будет сегодня клевать хорошая щука, не знаю. Ну, главное, чтобы были поклевки. Все остальное, размер рыбы, это уже дело второе. Самое главное почувствовать удары в руку, поклевочки. И мне этого будет вполне достаточно. Опа. Так, сверлить лунки будем под самым. Сверлить лунки буду как можно ближе к камышу. Вот такие места хорошие для ловли щуки на балансир, на Vib. С двух сторон камыши. Такой небольшой заливчик. И если в нем глубина, ну хотя бы около метра, то встретится щучка, вероятность 90% точно. Глубина в этих местах заросших от 1 метра до 2 есть места. Плавни часто встречаются. И щучки здесь хватает. О, сейчас покажу вам, какие мне крестик бутерброды поделала. Можно рыбачить дня 2 и не будешь голодным. Все аккуратненько, в нескольких пакетиках. Ох и крестик. Во какие. Все боится Жиночка моя, что я похудаю. Тут наоборот, надо, наверное, уже прекращать есть бутерброды, а пить только чай, и еще даже и без сахара, к тому же. Так, рассверлился. Глубина вдоль камышей небольшая и в камышах. И нужно дать, чтобы они, эти луночки, постояли немножко, минут 15-20. Потому что хоть щука особо и не боится бура, но на таких небольших глубинах все-таки немножко шугается и уходит в камыш, забивается. А потом минут через 15-20 выходит. Это я уже наблюдал в подводную камеру неоднократно.
Вот сейчас как раз попью чая и можно будет приступать рыбачить. Приехало еще несколько рыбаков. Начинает оживать водоем. Сейчас этот пакет у меня полетит. На водоеме не мусорим. Все складываем в сумочку, в ящичек, в рюкзачок. И везем обратно домой. Так, перекусили. Отлично. Лунки моментально замерзают. И смотрите, снегом еще. Снегом замело. Вот тут уже черный лед. Иду. Но пока не трещит. А вот дальше вот этот вот, оно видно, да, как различается лед тут и там. Вот там дальше опасновато. Мне что-то страшно. Может, он и выдержит. Но я пока рисковать не буду. Сегодня. Может, через пару дней приеду. Вот тогда я уже разгуляюсь. Туда дальше пойду. Там дальше русло. И вот там нужно будет искать плотву, окуня, красноперку. А в феврале здесь такой рыбы не будет. Именно в камышах. Только, может, щука, окунь. А с плотвой вы навряд ли встретитесь в таких местах, в глухозимье. В глухозимье нужно рыбу идти искать ближе к руслу. Так, подходим. Вот и первая лунка. Смотрим, какая глубина. Где-то чуть больше метра. Ну, этого достаточно. Если глубина, конечно, сантиметров 50, то там, может, щука и клюнет. Но это будет, как правило, совсем маленькая щучка. А вот те места, где возле камыша глубина 1,5 метра, больше 2 метра. О, это отличные места для ловли на балансир или на виб. Опа! О, хорошая! Красавица! Ух ты, какая шустрая! О, ну такая, до килограмма щучка. Ах, какая мадам! Неплохая, хорошая щучка. Февраль месяц, на секундочку, глухозимье. Лунка совсем рядом с камышом. Надо будет еще раз сверлиться тут побольше, лунок сделать. Но у меня вон там еще лунки есть. Так, идем дальше, пробуем. Так, значит, по поводу игры вибом. Игра та же самая, как и на балансир. Практически ничем не отличается. Я про это говорил и в предыдущих видео. Поднимаете, но делайте проводку виба, именно его подъем, более плавнее. Вот, раз. И сбросили леску. Раз. И сбросили леску. Можно также вот так вот подыгрывать, как мормышкой. Вот, на одном месте его держать. Он будет вот так вот шевелиться, виб. Говорят, при такой игре тоже бывают поклевки. Не забываем делать паузы. Часто щука бьет по приманке во время паузы. И также не забывайте, если глубина метра 2-2,5, сантиметров на 50, на 1 метр, приподнимать приманку и там играть. И так практически до самой кромки льда. Бывает, щука берет практически под самым льдом.
Есть. Опа. Еще одна. Смотрите, сколько пиявок. Вот это все пиявки. Вот такая щучка. Грамм 400, небольшая. Эту отпустим обязательно. Только подошел к лунке, буквально сделал 2 взмаха и поклевка. За нижний тройничок клюнула. А, какая. Плыви уже. Зови мамку. Зови мамку или папку, без разницы. Так, сейчас попробую тут возле камыша. Возле камыша все поклевки. Хоть щука и небольшая, мелкая, но все равно интересно. А может и мамка проклюнется. Клара Захаровна. Попозже. Опа, есть. Еще одна. Опять мелкая. Мелочь. Третья поклевка. И вот постоянно за вот этот нижний тройник клюет. Это такая потемнее. Маленькая, но такая темная, камышовая. Пиявок нету. Ай, плыви. Расти большой. Не будь лапшой. А, лебеди. В феврале. Ну там дальше река не замерзает, это они туда и полетели. О, еще одна. Что такие мелочи все-таки. А? Ага. Такие могут пооткусывать. Хожу постоянно, добавляю лунки. Пройдут где-то, наверное, лунок 30. Потом штук 20 еще насверлю где-то рядом. И вот так вот постоянно добавляю. Сейчас хочу пройти чуть дальше, ближе туда, уже к выходу из этих камышей. Еще там насверлить лунок. Смотрите, какие кучи. Целая куча камыша. Одна кучка и вон вторая. Ну, насколько я знаю, это такие домики у андатры. Андатры такие делают. Поклевка была. Что-то небольшое. Может, окунь. Хотя навряд ли. На виб я еще окуня не ловил. Скорее всего, это была маленькая щучка. И больше не хочет. Как ты ее не уговаривай. Наверное, укололась. Есть! Опа! Все-таки вышло. Я уже думал доставать. Виб и идти дальше. А, то такие вот дергают. Что, не сразу попалась, да? Шмакодявка малая. Ай, что ж тут? Грамм, наверное, 400. Давай, плыви. И поклевки все в основном вот так вот совсем рядом с камышом. Если лунка чуть дальше от камыша,
поклевок нет. Всю мелкую щуку отпускаю, друзья. Пускай растет. Оставил пока только одну, вот эту, которая до килограммчика. Возьму с собой аккумуляторы для экшн камеры. Так, половину вещей я ставлю. Надо будет взять с собой еще кусачки. Вот так вот. Ну, щука сегодня клюет. Клюет. Единственное, раздражает вот это вот то, что лунки замерзают быстро. И те лунки, которые я сверлил с самого-самого утра, там уже намерзло, наверное, до сантиметра лед. Толщина льда в лунках. Еле пяткой пробиваю. Туда под берегом пиляют деревья. Есть поклевочка. Ой. Ой. Да заглотила хорошо. За 2 крючка, за 2 тройника. Ну, опять же, такая же небольшая. Грамм 500. Щучка, может даже 400 грамм. Но клюет. О, замерзают, елки-палки. Как быстро все замерзает. Поклевка была, но промазала. Вроде бы не укололась. Может, сейчас и клюнет еще раз, выйдет. Так, и есть еще одна щука. Не успел заснять. Ох, пошла кровь. Порвались жабры, наверное. Как бы не было обидно, но придется ее забрать. Ой, подошел, такие тычки, только тук-тук, что-то непонятное. То ли щука, то ли не щука. Да, жалко, но она не выживет, ребята. Что бы там кто ни писал, да, она жабры секровят, отпустить, она выживет. Не выживет она. Жабры порваны. Глубоко заглотила приманку, поэтому заберу. Что сделаешь? Ух. Сколько рыбачу уже на балансиры, на вибы. И могу вам точно сказать, друзья, на вибы мне больше нравится ловить щуку, чем на балансиры. Первое, это то, что виб, он редко когда цепляется за водоросли. Балансир намного чаще цепляет все водоросли по сторонам, камыши и так далее. И вторая, основная причина, по которой мне больше нравится ловить на вибы, то, что на эту приманку меньше сходов, чем на балансир. Прохожу эти лунки уже второй раз. Прошел где-то, наверное, лунок я уже 10 или 15. Ни одного удара. Опускал подводную камеру, рыбы не видно. Там, наверное, вот с утра был у щуки выход. Я как раз на него попал. И все, и теперь она обратно забилась в камыши. И не реагирует больше на приманки. Так, идем дальше. Опа. Нет, это уже все. Поклевок сегодня больше не будет. Надо собираться домой. Потихонечку, не спеша.
Я же говорю, даже камеру опускал, ходил подводную. Ни одной рыбы не видел. Ни щуки, ни окуня, никого. Ну и то неплохо сегодня порыбачил. А вы как считаете, пишите в комментариях. Все-таки на секундочку, сейчас глухозимье, середина февраля, и столько поклевок. Около 10. По-моему, 8 или, если быть точнее, то, по-моему, 8 поклевок у меня было. Всех щук практически отпустил, забрал только 2. Самую большую, килограммовую, и ту, у которой пошла кровь, у которой были разорваны жабры. 2 щучки забрал, 6 отпустил. Ловил сегодня щуку на виб. Все у меня сегодня получилось, я считаю. Угадал с приманкой и нашел место, где стоит щучка в это время года. Пишите, друзья, обязательно комментарии. Ставьте лайки, не забывайте. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео о рыбалке. Всем пока!